Всем привет! Мы находимся не на теннисных кортах, не у кого-то на даче и не у меня в гараже. Так выглядит базовый лагерь Эвереста 2021. Я решил записать видео в сравнении Эверест 2018, рассказать очень подробно, что произошло и какое было восхождение в 2018 году, и главное отличие от того, что происходит и будет происходить в 2021 году. Итак, что же больше всего бросается в глаза в базовом лагере? Это комфорт. У нас есть кофемашина, телевизор, алкоголь, кому нужен, фрукты, обогреватель. То есть, и самое главное, такой тент. Ты можешь находиться в нем и смотреть на ледник Хумбу в тепле. Тебе днем не жарко, а днем здесь жарко, а ночью не холодно. Вечером ты можешь смотреть телевизор, играть в шахматы, нарды, масса занятий. Масса занятий для досуга. Раньше я не обращал на это внимания и считал, что, наверное, это не настолько важно. Теперь, спустя какое-то время, имея опыт, я понимаю, что это важно. Я понимаю, что важен этот комфорт, дабы отвлечься от тех проблем, которые существуют в бытовой жизни. Непогода, усталость и разные дискомфортные ситуации требуют вот этого комфорта, требуют ощущения какого-то легкого, далекого дома. И да, если кому-то очень надо, здесь даже есть караоке. Но само понимание, что в базовом лагере ты можешь заказать торт, и вечером он будет, дорогого стоит. С чего же начинается любое восхождение? Любое восхождение начинается с подготовки. Что такое подготовка? Она может быть 4 года и больше, если это спортивное восхождение. Что такое спортивное восхождение? Спортивное восхождение – это когда вы идете своими силами до конца. Вы не пользуетесь шерпами, вы не пользуетесь их палатками, самое главное, не пользуетесь их перилами, которые провешены, а все делаете сами. Такое спортивное восхождение, конечно, требует подготовки годами, спортивных разрядов и, самое главное, колоссального опыта. Но я говорю о коммерческом альпинизме. Что такое коммерческий альпинизм? Коммерческий альпинизм – это то, что мы видим здесь. Это подготовленные палатки, это довольно дорогое удовольствие, но максимально комфортно. Чтобы подготовиться к коммерческому восхождению, по моему собственному опыту 2018 года достаточно 4,5 месяца. 4,5 месяца интенсивных тренировок. Каких? Плавание, бег, степер, велосипед. Достаточно этого занятия 4 раза в неделю, хотя бы по 1,5-2 часа, чтобы иметь физическую силу подняться на вершину, если нет лишнего веса. Лишний вес здесь большой враг. Вы, конечно, похудеете здесь, это гарантированно. У меня постоянный вес 75-77 килограмм, но после вершины я стал весить 67. Поэтому вы здесь точно похудеете. Экипировка. Вот здесь все очень важно. Здесь не бывает мелочей. Здесь нужно обратиться к профессионалам. Каждая вещь безумно важна. Чуть позже я расскажу, насколько важно и чем это чревато. И вы выбираете компанию. Компанию, через которую вы делаете восхождение. Их на рынке очень много, начиная непальских, украинских, международных, каких хочешь.
Конечно же, все зависит от цены. В цену входит комфорт, безопасность, количество шерпов на человека и кислород. Здесь я не буду навязывать свое мнение, оно очень субъективно. Каждая компания отличается по деньгам, комфорту. И самое главное, мне, например, нравится быть с ребятами и общаться на родном языке. И вот мы прилетаем в Катманду. Потрясающее место. Здесь просто все намолено годами, альпинистами, монахами. Все безумно красиво. Все очень по-другому. Храмы, культура, люди, у них, кроме другого вероисповедания, другое все. Другое отношение к жизни, другое отношение к смерти, другое отношение к работе. Все по-другому. В 2021 году количество туристов на улице, конечно, не сравнить. Здесь можно сказать, что практически никого нет. Это и безумно радует, потому что ты можешь насладиться всей этой красотой наедине. И немного огорчает, потому что ты можешь встретить гораздо больше интересных людей, альпинистов, с которыми можно общаться и проводить время. После Катманду вы перелетаете в Луклу. Лукла считается одним из самых опасных аэропортов в мире. Он высоко в горах, на высоте выше 3000 метров, поэтому приземлиться там, а я как бы уже имею отношение к этому, довольно тяжело, но интересно. И вот летим мы туда на 12-местном самолете пропеллерном. Перелет составляет около 40 минут, и если хорошая видимость, можно наблюдать красоту Непала, красоту непальских гор. Прилетаем на полосу 28, садимся, выходим, все счастливы, все в восторге. Первая эйфория от высоты. Вы прилетаете в Луклу и идете в Намче-Базар. Лукла, по-моему, 2800, Намче 3300, и переход довольно приятный. В Намче-Базаре цивилизация. Кофемашины, вкусные десерты. Ходил, гулял по Намче-Базару, захожу, мне написали, где наши. Увидел это. Я вообще пока не очень понимаю, что такое горы на Эвересте. Опыт небольшой, но был на пик Ленина. Хочу сказать, что мы там ели амброзию. Амброзию ели с пола. Даже бани и плейстейшены, отели, ну то есть полный комфорт, полная цивилизация. И очень много людей. В 2018 году потрясающее количество людей, и это было интересно. Ты встречаешь людей из Украины, и славяне, и много разговариваете, много проводите время. Ну, это прям здорово. Конечно же, там большое количество сувениров. А еще там находился, в 2018 году он работал, в этом году он не работает, самый высокий высокогорный магазин в мире, North Face. Повторюсь, в этом году он не работал. Но работают другие магазины, а самое главное, это последнее место, где можно докупить недостающие экипировки. И в принципе по нормальным деньгам. Поэтому, если вы вдруг что-то забыли и уже летите в самолете из Катманду в Луклу, ну не расстраивайтесь, там вы это купите. Наверное, самое главное отличие подхода к базовому лагерю между 2018 и 2021 годом – это количество людей. В 2018 году такое ощущение, что ты по треку идешь как по рынку. Ну, нереально много людей. Вот просто колоссальное количество людей. Хорошо это или плохо, судите сами, но людей много. В этом году мы шли практически одни. Постоянное ощущение, что ты один. Лично мне очень нравится, что ты можешь насладиться природой в одиночестве. Это очень красиво. Но в связи с этим не работают кафешки, очень мало работает отелей. И не забываем про ситуацию COVID, сейчас вообще все закрыто. То есть просто чтобы попасть в отель, нужно договориться с хозяином, пускают группу и закрывают отель, больше никого не пускают в этот отель. Но только вы там находитесь, только ваша группа. Там 3-4 дня или сколько. Как бы не хватает свежей крови, не хватает людей, с которыми можно было бы пообщаться и увидеть других людей, услышать их истории, потому что
В горах случайных людей не бывает. Итак, продолжим. Продолжим сравнивать Эверест 2018 и 2021. В чем же главное отличие? Я считаю, одно из главных отличий нахождения в базовом лагере – это комфорт. Чем отличается комфорт 2018 года от комфорта 2021? Я хочу обратить внимание, мы находимся в палатках, в базовом лагере, в палатках Бахрейна, принца Бахрейна. Чем отличаются его палатки от наших? Давайте зайдем внутрь и увидим. Это одна из типовых палаток. Хочу обратить внимание, что сегодня уже 21 мая, их экспедиция удачно зашла на вершину, и они улетели. Смотрите, в каждой палатке есть свой индивидуальный туалет. В каждой палатке есть 220. Вам не приходится в палатку залазить. Вы стоите здесь в полный рост, абсолютно в полный рост. В каждой палатке есть матрас и электропростыня. Просто здесь уже убрали. Но в каждой палатке есть электропростынь. И в каждой палатке есть 220 свет. То есть нахождение в базовом лагере Эвереста очень комфортно. Мы пройдем дальше и посмотрим, как выглядит дайнинг-холл. И в каждой палатке есть ковер. Возможно, потому что это мусульманская страна, и им приходится каждое утро читать намаз. Возможно, для удобства. А еще, смотрите, здесь есть Wi-Fi. Этот Wi-Fi платный, он стоит $200, 10 гиг. А вот Бахрейн Эверест, это Wi-Fi только под этот лагерь. И он для участников лагеря бесплатен. Но слово «бесплатен» не совсем уместно. Я хочу вам рассказать о стоимости экспедиции Бахрейна. Я хочу обратить внимание, что в экспедиции участвовало 16 человек. Зашло 14. Стоимость экспедиции $160 тысяч человека. Компания, организовывающая экспедицию 2021 Бахрейну, конкретно Seven Summit Trek, пришлось открывать еще одну свою компанию для того, чтобы принять все эти деньги. Что входило в их стоимость? Кроме этого комфортного лагеря, сопровождение шерпов. Количество шерпов на человека было 2 и более. Но, конечно же, главный удар был на Бахрейна. Главная задача была сделать так, чтобы принц зашел. И им это удалось. Они купили дорогой прогноз. Они планировали все заранее. Что именно планировали? Восхождение через ледник Хумбу. Вот он. Посмотрите, насколько он красив. Ледник Хумбу – это одно из самых красивых мест при восхождении. Но также оно является одним из самых опасных. Ледник Хумбу двигается каждый день на 90 сантиметров. Он обваливается, там бывают лавины, и люди погибают часто на леднике Хумбу. Поэтому они прошли ледник Хумбу только один раз. Только один раз. К примеру, мы будем идти 4 раза. Мы будем завтра выходить 4-й раз через ледник Хумбу. Они прошли один раз в лагерь 1, переночевали, перешли в лагерь 2, переночевали, поднялись в лагерь 3, вернулись в лагерь 2 и улетели на вертолетах. Вроде бы все звучит неплохо и нормально, но есть один нюанс. На вертолетах летать над ледником Хумбу к 1-му и 2-му лагерю можно только в случае эвакуации. Все остальные перелеты запрещены. Но вы понимаете, все 16 человек летали на вертолете со 2-го лагеря в Катманду. Не совсем честно, может быть. Не совсем можно, тоже может быть. Но при наличии денег это возможно. Сколько стоит перелет? В ту сторону он забирает 2 человек, и это стоит $8 тысяч. Обратно тоже 2 человек, и это стоит $6 тысяч. Эти перелеты оплачивались отдельно. Так вот, как происходило восхождение? После 2-го лагеря ребята улетели в Катманду и ждали погодного окна. Когда появилось погодное окно, из Катманду опять 8 ходок прилетело на вертолете на 2-й лагерь. Во 2-м лагере они остановились, собрались, поднялись на 3-й, на 4-й, на вершину. Это была идеальная погода, это был спланирован один день, и у них все получилось. Со 2-го лагеря также полетели в Катманду.
Здесь уже судить сами, что есть восхождение спортивным или не спортивным, помогли им или они взошли сами. Но ребята взошли. Пойдем из лагеря 160 в лагерь 40-45. Коммерческая тайна. Кстати, обратите внимание, генератор работает даже днем. В нашем лагере генератор работает только вечером. Но иногда, конечно же, мы просим включать их и намасте, включать их и днем. Это наш главный седар связи. Так вот, 160 это не предел. Седар рассказывал ситуацию, что было два китайца, которые говорят, нам нужен Эверест задорого. Ну и назвали какую-то цену, типа там 150 будет все включено. Нет, мы хотим Эверест за 300. 300 тысяч долларов. Окей, хотите 300, будет 300. Чем особо отличается? Не знаю. Но они сами смеются с того, чтобы это было 300 тысяч долларов. А, вот это идет интернет-мен. This is интернет-мен. He sell card. Ну, в общем, такого плана карточка. И в ней 10 гиг. 10 гиг. И это стоит 200 баксов. Но в этом году главное отличие от 2018 года. Интернет здесь работает. Он работает. Здесь можно звонить вот по видеосвязи, по фейстайму. И все работает. Идем дальше. В 2018 году наша чудная команда двигалась из Намче-Базара. Мы шли очень весело. Мы слушали колонку. У всех очень музыкальный, разный музыкальный вкус. Например, Галай все время слушает Сектор Газа, Рамштайн и какую-то еще музыку, не помню даже как она называется. Рома слушает Океан Эльзы, а я классику. Ну вообще я шучу, конечно. У нас был такой договор. Мы идем и каждый по одной песне. Ира, Рома, я. Так мы идем и слушаем по одной песне. Это было очень весело, было очень классно. Но я это могу повторить, наверное, в этом году. Но я этого бы не стал делать, если бы сейчас было много туристов, потому что не всем нравится эта музыка, поймите. И на маршруте кто-то пришел слушать тишину, в реки, горные реки, наслаждаться красотой. Не каждому нравится ваша песня. Это точно не каждому нравится ваша песня. Так наша група передвигається к базовому лагерю. На что я хотел еще обратить внимание, пока мы здесь, 21 мая. В 2018 году, 13 мая мы были на вершине. Сейчас 21 мая и мы в базовом лагере. Все тает. И это проблема. Это проблема безопасности. Большая проблема. К этому мы вернемся позже. Мы шли очень быстро в 2018 году. И мы дошли до базового лагеря быстрее, чем планировали, на 2 дня. Друзья, вот мы и пришли в базовый лагерь Эвереста. Вот он за нами, наши палатки самые дальние. Туда, наверное, идти еще минут 40. Но мы уже не дождемся. Буквально последних 5 дней трекинга были наполнены ожиданием прихода в это место. Не знаю, я что не сильно ожидала. Но здесь, наоборот, атмосфера, конечно, сумасшедшая. Очень классно. А горные болезни тогда я еще очень сильно не понимал именно здесь, потому что она вообще не торкала меня. Мы просто шли и кайфовали. Базовый лагерь, в 2018 году, чем он отличался, я уже рассказал. Комфортом. А еще интересно, наш лагерь Seven Summit Trek находится в самом конце. Протяженность базового лагеря 1,5 километра. Представьте, вы устали. Вы просто очень устали. Вы подходите к базовому лагерю и думаете, вы пришли. Но нет. К вашим палаткам идти еще 1-1,5 часа, в зависимости от темпа. Это очень нервирует. Но
Тяжело в учении, легко в бою. Это как раз про эту ситуацию, потому что вот он, ледник Хумбу. И нам нужно идти туда. И мы стартуем прямо отсюда. И вот мы в базовом лагере. Я забыл очень важный момент. Страховка. Страховке уделите особо большое внимание. И самое главное, чтобы сумма эвакуации была больше, чем 10 тысяч долларов. Потому что цена эвакуации со второго лагеря стоит 10 тысяч долларов. Но вот что больная тема в страховке. За, наверное, то, что не отличает 18-й год от 21-го года. Сталкиваемся с такой проблемой. Люди поднимаются на вершину. Ну, не обязательно это Эверест. Это может быть Калапатар, Айленд Пик, Амадаблам, Лабучая, там, что угодно. Они поднялись, дай бог, и все хорошо, они спускаются в базовый лагерь. Дальше они не хотят идти пешком вниз, потому что спуск с базового лагеря в аэропорт, ну, легким темпом 2 дня. Если уж очень напрячься, то 1 день. Что происходит тогда дальше? Вызывают страховую компанию и говорят, что у них горная болезнь. У них болят ноги, снежная слепота, ну и все проявления горной болезни. Тогда прилетает вертолет, забирает человека и летит в Катманду. В Катманду он привозит его в больницу. Там сутки ты в больнице находишься, и все. Тебе это больше ничего не стоит. Но это очень дорого обходится страховой компанией. Потому что перелет из базового лагеря в Катманду для страховой компании по завышенной цене стоит 5000 долларов. Хотя реальная стоимость для нас 3300, 3500. Плюс еще оплатить медицинские услуги. И люди стали делать это настолько часто, вот прям очень часто, что страховая компания вынуждена задирать цену страховки. И тем людям, которые реально идут на восхождение, и им нужно добавить бюджет страховки, это уже дорого. В этом году много моих знакомых улетело по страховке. И повторюсь, это ничем не чревато. В 2018 году тоже были такие случаи. Мы летели с базового лагеря в Намче-Базар отдыхать. И у нас был очень противный такой альпинист с Канады, Мэтью, который тоже решил, что это была вторая попытка восхождения на Эверест. И он решил, что у него снежная болезнь, что он не может больше ничего видеть. Ну, вот здесь он не может больше ничего видеть. Ему нужно срочно лететь домой. Ну, он вызвал вертолет, полетел домой, но он сделал еще хитрее. Он говорит, давайте я вас подвезу. Нам что, мы обрадовались, давай, окей. Но только заплатите мне 1500 долларов. Мы заплатили. И он заработал эти 1500 долларов. А в этом году компании, к которым ты обращаешься по страховке, они даже предлагают откат. Они говорят, ты вызывай вертолет, то есть мы поставим цену 5000 долларов, реальная 3500, и мы еще с тобой поделимся вот этим сверхзаработком. Не могу промолчать, не могу не обратить на это внимание. Ребята, ну, просто иногда это бывает действительно нужно, а тем, кто идет на вершину, из-за таких случаев страховые компании, наверное, вынуждены поднимать цену. И чем вызвана эта безнаказанность? Вы прилетаете в больницу, нет, вы прилетаете в Катманду, вас встречает скорая помощь с мигалками, везет в больницу, все так серьезно, все так как кино. И ты приезжаешь такой, тебя заводят, смотрят, ну как ты себя чувствуешь, что там, может нужна какая-то помощь, а у тебя все окей. Ты говоришь, да вот вы знаете, я спустился с высоты там, и мне стало хорошо. И самое странное, что это так и работает. Только ты сбрасываешь высоту, тебе становится хорошо. Понимаете? То есть пропадают все симптомы горной болезни. И поэтому здесь уличить на обмане крайне тяжело. Наверное, даже сказать невозможно.
Вот просто невозможно. И этим пользуются. А я хочу вам показать, чем отличается Эверест за 160, за 45. Заходим в наш дайнинг-холл. Вообще, у нас должна была быть палатка вот такая же белая, с такими же красивыми окнами. Но, как говорят честные шерпы, она застряла в Китае. Хочу еще вам показать двух ребят из Украины. Повернитесь, смотрите. Раньше они были нормальными, сейчас, по-моему, они или стали телепузиками, или что-то связано с недостатком женщин. Это Петро. Он идет на Охотзе без Эвереста и без кислорода. А ти ж скажи, можна зразу дай мені відповідь на питання, хто крутіший висотний блогер? Петрик чи Валік Сіпалін? Я скажу Петрик. Видите, чем хорош базовый лагерь Эвереста? Здесь ты можешь встретить людей очень много с Украины, с которыми ты ходишь по Гаверли. Ходишь по Гаверли, а потом что-то решили, что мы можем подняться туда. Ну вот и пробуем. Так. Ребята сделали восхождение на Мадоблам. Петя делал бескислородное восхождение к базовому лагерю Эвереста. Я це зробив. И він це зробив. Он здесь. Вообще, в чем смысл? Здесь еще есть одна такая женщина, Христя из Украины, из Ивано-Франковска, оттуда, откуда Петрик. И Я не как, оттуда. да, но как говорит Христина, она не замужем. Ну, тут вот мнение разделяется, но мы считаем, что она в горах не замужем. И Петя у нас разводится, ну Петя по-настоящему разводится. Поэтому мы можем подать на реальный рекорд в мире, как самый высокогорный секс в мире. В общем, план такой, на 8000 Петя будет использовать кислород, который даст ему большую потенцию. И у них состоится соитие с Христиной, а Олег должен это снять на видео. Ну я скажу так, що от Дімона довго не відпускайте більше на нижні села, в нього забагато енергії, кисню і фонтанірує ідеї. Фонтан ідей. Ти скажи, хто кручий блогер? Петрик чи Сіпавін? Ну, ты смешнее. И с тебя интереснее смотреть. У Сипавина все одинаково. Дякую. Да, у Сипавина все Він взагалі одинаково. не блогер, він просто гід високогірний. Ну, мало того, что гид, но все просто одинаково. Мы поднялись, мы стоим, мы едим, мы пьем, мы серьезные чуваки. Мы ходим в горы просто потому, что мы серьезные люди. А у Петрика все весело. Все дуже весело. Так. Добрий день. Вот. Кіно на кіно. Поки Діма знімає серйозне кіно з великої букви, ми знімаємо наші гімалайські хроніки. Чем мы занимаемся в дайнинг-холле? Дайнинг-холл, это, знаете, вот когда в детстве был такой лоток, вот у нас, например, в детстве был лоток, когда мы приходили, все гуляли, потому что гулять больше было негде. Вот это наш лоток. Здесь все происходит. Вот это ребята соседнего лагеря. Сюда приходит Сидар и показывает погоду. Мы занимаемся целыми днями тем, что мы изучаем погоду. То есть подул ветер, не подул ветер, можно я приду? То есть, ну, вот все об этом говорим. Еще мы будем подписывать открытки и отправлять нашим подписчикам. Мы будем отправлять их с базового лагеря Эвереста, это придаст определенную романтику. Вот. На дайнинг-холле всегда много еды, особенно сладкой. Здесь есть одна потрясающая, посмотри на меня, крутая новость, особенно девочки, это касается вас. Что бы вы ни ели, сколько бы вы ни ели, повторюсь, сколько бы вы ни ели вот этого чуда, где оно? Тарас, ты его съел? А нет, дай я приду. Но вот этого чуда вы не поправитесь. Мы его едим тоннами, и мы не поправляемся, мы худеем. То есть, если вы хотите реально похудеть и есть что хотите, идите сюда. Здесь это можно. Все, ну то есть мы играем вечерами здесь в карты, в шахматы под отжимания. Сторіс пішла? Кстати, Тарас, какой у нас счет по шахматам? Ты в компьютерные или в настоящие? 13-1, ребята, 13-1, понимаете? Дима, в настоящие шахматы какой у нас счет? Я говорю 13-1, я начинаю сомневаться про IQ
Но ничего, мы натренируем, у нас есть время, мы натренируем. Чого карти на роздівання не грається? Мы играем под одевание днем и под раздевание ночью. Должно быть все по-суровому. Все, здесь чуть-чуть прохладнее, чем у нас в палатке, поэтому время мы проводим здесь. Да. Что еще особо отделяет от прошлого года? Наличие Кока-Колы. Она бесплатна. А вы не представляете, как хочется Кока-Колу на высоте. Раньше мы ее покупали. Сори, вторая бутылка пошла. $5. $5. Сейчас бесплатно. А кто принес этот алкоголь? Это для Юры. Шерма принес и сказал, это специально для Юры. Ну, вообще мы как бы не пьем, типа, я не знаю, кто там пьет. В принципе, Юра пьет. Здесь мы отмечали день рождения. Я думаю, что можно сыграть тут же свадьбу с Петропавликом и Христиной. Христина идет без кислорода на Эверест. Я даю 100%, готов поспорить под деньги, что она не зайдет без кислорода. Дай бог, чтобы с кислородом зашла. Ты как, спорим? Та ну що це буду це відбирати? Бо жінка твоя, да? Невдобно трохи, чи що? Влазити в ваші розборки. Мені самому треба з киснем ще зайти. Давай на мене поспоримо. З киснем чи без? Ну, давай зі мною поспоримо на мене. Чи я зайду, ти кажеш, що я не зайду, а я кажу, що зайду. Я кажу, що ти без кисню не зайдеш. Споримо. Спорим. Все. А на що спорим? На сирники і деруни. О, Гуляну ты в прав. Києві таку. Да. З дівчатами, з танцями. Не. Я не был замечен в связях, порочащих мое имя. Я семейный человек, у меня 4 детей. Ну, Перестань говорить такие вещи в прямой эфир. Я розраховую, що я виграю, дівчата будуть мені, не тобі. Сырники, драники и алкоголь, если ты. Да, все. Все? Перебивай. Історична мить. Зафіксовано на відео. Так, все почти дальше снимать. Шерпы очень суеверные люди. И их обряды красивые. Но вот здесь мы проводим пуджу. Вернее, они проводят пуджу. И практически каждый день зажигают благовония, молятся за погоду, молятся за наше безопасное восхождение. И это красиво, это поистине красиво. Рядом с местом пуджи, вот это озеро, это то место, где мы набираем воду. Воды раньше было по край, но опять же становится очень тепло, вода уходит, и дай бог, чтобы нам хватило питьевой воды. Могу вам показать туалеты, потому что очень спрашивают, как же вы ходите в туалеты, как же вы принимаете душ. Вот душ принимаю совсем рядом. Я вам покажу, это здесь довольно комфортно. Ты подходишь к шерпе на кухню, пойдем на кухню. Кухня прекрасное место. Шерпы, они довольно добрые и услужливые люди. Вот здесь кухня. Ты приходишь сюда, кстати, они тоже любят нутеллу, и заказываешь горячую воду. Они ее греют здесь, прям до кипятка, набирают в емкость. Ты заходишь в душевую. Вот так выглядит душевая. Днем здесь довольно тепло. Ты заходишь в душевую, открываешь воду. Что ты, мой маленький? Ты, сучка, я знал. Знал, что ты такой подлый. Вот такой у нас душ. Тут секс-модель. Димончик. Ну покажи все свои красоты. И вот этой емкости хватит, чтобы принять душ, помыть голову и, наверное, даже побриться. Хотя мы в горах не бреемся. Почему мы не бреемся в горах? Потому что это защита. Защита лица от ветра, от снега и от холода. И она, правда, помогает. Пойдем, я покажу свою палатку. Когда нет погоды и когда мы акклиматизируемся, мы ходим по этому нашему базовому лагерю очень много в гости.
И вы знаете что? Я вот только что вспомнил одну не самую приятную вещь. То, с чем сталкиваются люди в горах. Я вот как хотел вас предупредить, если у вас есть возможность, если она есть, возможность не участвовать в соревнованиях, воспользуйтесь этой возможностью. Не быть самым первым, самым там без рук, без ног, без там сердца, без чего угодно заходить. Это будет классно, если вы сможете это сделать. Аркадия, в какой стороне? О, смотри, вон прыгай, молодой человек. Прыгай. А где весло твое? Аркадия, в какой стороне? Обратите внимание, днем насколько жарко, что ходит в шортах. Но ночью этот молодой человек будет одет практически в тот же комбинезон, в который идти на 8000. Ночью я стараюсь спать не один. Кстати, вот Виталик будет первым кем? Таджиком. Вот. Я сейчас продолжу эту тему про поводу первый таджик. Дай бог. Да, дай бог, чтобы был первым. Так вот, если у вас есть возможность не соревноваться, это здорово. Здесь в лагере я видел двух израильтянок, которые хотят быть первыми, и они соревнуются между собой, кто из них будет первым. Поверьте, это ужас. Я ее встретил первый раз во втором лагере. Зайду на вершину и стану первой. Вот увидишь. Все. Чао. Зайдешь, да? Зайду. Это видео. Ты же в курсе, когда я тебе буду показывать? Да. Ее эвакуировал вертолет в Катманду. Второй раз я ее встретил в первом лагере. Ее эвакуировал вертолет в базовый лагерь. Потом я ее встретил в базовом лагере. Она еле разговаривает, понимаете? И вот единственные мысли, о чем она не занята, это то, чтобы где находится соперница, когда мне выйти, что мне нужно сделать, чтобы быть первым, чтобы быть то, чтобы быть то. Мало того, что ты подвергаешь опасности свое здоровье, ты бесконечно на каком-то нервном срыве. Вот постоянно с этим человеком говорить больше не о чем, только о соперничестве, только о соревнованиях. Наверное, это тоже имеет место быть. Но я вам говорю честно, если у вас есть возможность не участвовать в соревнованиях, не участвуйте в соревнованиях. Только с открытым сердцем можно подняться на вершину и спуститься целым. Это по моему личному опыту. Пойдем, я покажу наши палатки. В этом году они стоят более красиво, прям в ряд, что не может не радовать. Что лежит наверху палатки? Это спальные мешки. Почему они там лежат? Потому что сейчас правда очень жарко, а в палатке нереально жарко. И ты выкладываешь днем спальные мешки, чтобы у тебя внутри палатки было прохладнее. Открываешь, делаешь сквозняк, более-менее удобно спать. В этих бочках мы храним провизию свою. И самая ценная провизия – это сало. Мы его с собой из Украины везем очень много, потому что здесь на высоте хочется его много есть. Туалет. Туалет. Почему-то этот вопрос интересует больше всех. Ну, в базовом лагере окей, а вот выше действительно необычно. Это такая же палатка, там стоит бочка, в ней целлофанный мешок и все. Не нужно быть сверхакробатом, чтобы сходить в этот туалет. Довольно все комфортно. Пойдем в палатку. Когда приходишь в базовый лагерь, для лучшей акклиматизации нужно что-то делать. Есть такой обезьяний труд. Ты накидываешь в палатку всякий мусор, ну нет, свои вещи там раскидываешь, и потом их убираешь.
с правой стороны в левую сторону, с левой стороны в правую сторону. И так у тебя будет порядок. Что обычно хранится в предбаннике? Экипировка. Из экипировки есть металлическая, есть опасно острая. Это, конечно же, кошки. Важно хранить их вне палатки. Каску. А знаете, какая самая ненужная вещь на Эвересте? Вот это. Но зато с ними все фотографируются. Но вообще, правда, по сути, на Эвересте ледоруб не нужен. Здесь мы храним высотную обувь и немного экипировки. Ее тоже немного. Я вам хотел рассказать, потому что здесь все очень просто. И может казаться со стороны, что ты обвешан какими-то сложными вещами. Нет. Ребята, все очень просто. Эта система, она одевается на пояс. Это спусковое устройство. Здесь ты засовываешь веревку, застегиваешь карабином и на нем спускаешься. Это жумар, с помощью которого ты двигаешься вверх, и он не дает возможность тебе спуститься вниз. Вот он. Все очень просто. Здесь такой механизм. Здесь правда просто. Если у вас 0, повторюсь, 0 навыков, абсолютно никаких по скалолазанию, и вы решили идти на Эверест, идите. Вы этому научитесь за час. Ну, может быть, за 3, там, совсем максимально, если сложно, что-то туго идет. Это все очень просто. Я полезу, проверю, чтобы там было хоть как-то чисто. Нет, вам сюда нельзя. 2 hours later. Была небольшая техническая пауза, я поубирал все-таки. Хочу вам показать палатку в базовом лагере. Это палатка для одного участника. И она правда очень комфортная. Здесь вот такой вот толстый матрас. Под ним еще полипропиленовая какая-то подстилка. И в принципе тепло. Ну и вообще здесь комфортно. То есть ты лежишь в спальном мешке. Давайте, залазьте со мной. И находишься здесь сам. Места много. Много места для того, чтобы сложить вещи. Что нужно в палатке? В палатке ты хранишь полностью все свои вещи. Это, в принципе, твой дом на ближайшие, как я думал, 30 дней, а уже 50 здесь. Здесь сейчас очень жарко, потому что солнце греет. Вот я, знаете, на что хотел обратить внимание. Кто ходит в горы, я рекомендую воспользоваться вот такими масками. Это маски для того, чтобы дышать теплым воздухом. Они одеваются на лицо. Вот таким вот образом. И когда ты идешь в холод, она как бы работает по принципу рекуператора. То есть здесь образуется потом влага, вода, она замерзает, ты ее вытрушиваешь, или если эта вода вытекает, но ты не дышишь таким холодным воздухом. Поверьте, это большая проблема, когда ты долгое время на высоте, и холодный воздух, горло начинает болеть. А любая болезнь на высоте, это может быть большая проблема, потому что экспедиция станет под вопросом. Простуда, и тебе нужно сбрасывать высоту, лечиться и возвращаться, потому что здесь болезнь лечится только, наверное, антибиотиками, да и не всегда они помогают, потому что иммунитет очень слабый. И за здоровьем здесь, правда, нужно следить. Что по вещам? Здесь есть спальник. Их вообще нужно 2. В идеале 2. Один спальник твой хранится всегда в базовом лагере. Второй спальник ты забираешь в более высотные лагеря. И каждый раз их носить либо тяжело, либо не очень удобно.
либо в зависимости от того, какое количество шерп у тебя оплачено. Если у тебя их достаточно много оплачено, то ты можешь, в принципе, все иметь в одном экземпляре, и люди будут носить. И знаете, что классно? Мы используем, если кто не знает, простую воду, только горячую на ночь. Ты когда приходишь здесь спать вечером, очень холодно, температура там минус 12, может больше. И залазить сюда холодно. Поэтому мы берем пластиковые бутылки, набираем в них с термоса горячую воду, кидаем их в ноги, в спальный мешок и залазим. Фух. Итак, это ваш дом на следующий месяц, а может и больше, зависит от погоды. Но могу сказать точно, нахождение в базовом лагере довольно комфортное. И в 2018 году наши палатки были такими же самыми, с таким же самым комфортом. Рекомендую взять с собой ноутбук или планшет, или много книг, но не берите умных книг. Но лично мне они не заходят. Я пытался читать книги по работе. Не знаю почему, может быть высота, но это не работает. Хотя позавчера я был в школе, которая находится на высоте 4040 метров. Представляете, школа детская на высоте 4040 метров. Это потрясающе красиво. В горах эти флаги, вот такого плана флаги, только большие, они развиваются, этот шум, этот звук. Но когда я туда все-таки пришел, это было больше похоже на храм. Там посредине стояла огромная статуя Будды. А самих учебных классов я толком не увидел, они были чуть ниже, оказывается. Так вот, когда я спросил, сколько детей учатся в школе, они сказали 3-4. И это государственная школа. А в государственной школе не совсем хорошее образование, поэтому непальцы стараются отправить своих детей в Катманду. В Катманду школа и образование гораздо лучше. Нам принесли обед. И будет очень кстати увидеть, что мы едим на обед, как это подают и сколько можно взять добавки. В 2018 году еда была хуже. То есть ее было меньше было возможности взять добавки. И само по себе качество еды не очень. Мы в 2018 году проводили в базовом лагере времени очень много. И что очень важно, я повторюсь, здесь нужно оставить теплые вещи. Теплые вещи здесь на вечер, потому что вроде бы не так сильно, минус 12, не минус 30, но вы мало двигаетесь, поэтому холодно. Я настоятельно рекомендую здесь иметь по 2 комплекта теплой одежды. И еще здесь очень сильно парит и жарит солнце. Настолько жарит, что уже аж слипся язык. Это все лед. Я хотел напомнить, что это ледник. Он тает, он двигается. Вот здесь вы можете обратить внимание, что это лед. И камни нагреваются, они днем тают, и рельеф меняется. То есть уже даже зайдя сегодня в палатку, я обратил внимание, что матрас у меня лежит под другим углом, и нужно будет подкладывать под низ, чтобы спать как-то по-другому. А вот тай, мы его учим потихоньку нашей речи. Repeat, please. Вот, уже знает. Пойдемте в дайнинг холл, увидим, что мы едим. Lunch ready. Так. Чебурек с курицей. Чебурек с курицей, как комментируют. Салат, рыба, тунец, туна. Вот, кукуруза, картошка. Ну, в принципе, все вообще отлично. И никакого пива. И если вы хотите еще, вам принесут еще. Приятного аппетита нам. Юра, брат! Lunch ready! Юра, сестра! Сестра! Юра, брат! Сестра приехала! И Рома тебе принесла, тебе похмелиться надо! В базовом лагере времени проводить вы будете очень много. Тогда, в 2018 году, в базовый лагерь
у нас отличался дайнинг-холлом тем, что он был интернациональный. И кроме нас, украинцев, в нем еще были американцы, канадцы, испанцы. Пришел Толик, он сразу влился в нашу компанию. Михаличенко Толик, он из Киева, шел на Алходзе, очень эрудированный, образованный человек, интересный собеседник. И так нам стало уже 4. Через день появился Рустем. Отдельное слово хочу сказать про Рустема. Рустем был гидом, спасателем в горах Памир. Довольно суровые горы, пик Победы, пик Ленина. Довольно сложные и суровые маршруты там. Так вот, он был там спасателем. Его история такова, что он оплатил деньги какой-то компании, которая должна была организовать ему экспедицию на Эверест. Но они его кинули, с его слов. Поэтому, будучи в Катманду, он собрал какую-то сумму денег на минимальный пакет для восхождения на Алходзе. Это стоит гораздо дешевле. И он пришел в базовый лагерь даже без каких-либо особо вещей, потому что вещи там тоже где-то шли, где-то опоздали. Мы познакомились, он был довольно приятный парень. Я давал ему свою экипировку, пуховку, потому что вечерами, повторюсь, очень холодно, а ему нечего было одеть. Мы были более акклиматизированы, чем он, но он хотел ходить с нами. То есть выход на Кумбу, 1, 2, 3 лагерь, он хотел делать с нами. Ни экипировка, ни здоровье, ни состояние его отдыха не позволяло это делать. Мы постоянно об этом говорили, что он был приболевший. Но он делал то, что он считал нужным. Шел на вершину на дексаметазоне. И позже расскажу, к чему это привело. Хотел обратить ваше внимание на аптечку. Вот аптечка – то, что нужно собрать здесь. Я хочу сказать, что иногда у людей восхождение на Эверест заканчивается именно здесь, в базовом лагере. И это правда, потому что многие платят деньги, их никто не возвращает. Они заканчиваются здесь то ли по ситуации болезни, то ли не только по состоянию здоровья, моральный какой-то надлом, потому что это довольно сурово. Некоторые люди видят, как погибают, и тоже прекращают идти. Или же ледник Хумбу, он вызывает у многих людей восторг, а у кого-то и страх. Поэтому аптечка должна быть правильной, в ней должны быть точно, я точно знаю, чем я пользуюсь, это аспирином и бупрофеном, то, что я пользуюсь. И имею с собой запас дексаметазона на экстренный случай. Еще рекомендую иметь сонники, потому что на высоте тяжело заснуть. Правда, очень тяжело заснуть, и нужно брать какие-то сонники, не знаю, чуть ли не наркотики, потому что стандартные, те, что говорят на равнине, они не работают здесь. И аптечку эту нужно иметь с собой. Кстати, я оделся и хотел обратить ваше внимание на какую одежду. Я уже стою в очках, потому что солнце настолько яркое, что мне больно смотреть на него, по сторонам без очков. И в то же время я в пуховке. Почему в пуховке? Потому что мы планируем сейчас на выход к Хумбу показать вам это прекрасное место. Но если ты выходишь в горах куда-то, нужно иметь рюкзак, и в этом рюкзаке должны быть запасные теплые вещи, потому что погода крайне быстро меняется. И поверьте, она настолько быстро меняется, что тебе от жары до зноба может пройти там считанные минуты. А в горах особый враг еще ветер. Потому что, например, сейчас, если посмотреть, кажется идеальная погода. Просто волшебная погода для восхождения. Но на вершине бушует ветер. Он порядка 50 км в час. А в этот ветер все становится холоднее в 2 или в 3 раза. Поэтому я оделся, и мы вместе идем с вами на ледник Хумбу.